Дорогие друзья, я приветствую вас из летней, но пасмурной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила небольшую финскую нарезку новостей. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Всех, кто надо, уже здесь. Шампанского! Ну что, все жалуются, что в этом году лето холодное? А зря. Финские ученые выяснили, жара – это смерть. Не фигура речи, а буквально смерть. Для пожилых, больных, диабетиков, сердечников, язвенников и всех, у кого есть таблетки и термометр. Эксперт из ведомства здравоохранения и социального развития ТХЛ Минна-Лиза Луома говорит, что пара недель жары – это сотни госпитализаций, обезвоживание, перегрев, преждевременные смерти. А в этом году в июне жара была всего пару дней. Лепота! Больницы не переполнены, медсестры не в поту, врачи не в мыле. А еще 8 утопленников за весь июнь. Это минимум за последние 20 лет. Потому что вода ледяная, так что никто и не купался. Никто не купается, никто не тонет. Простая математика. Даже у спасателей на 20% меньше вызовов, чем в прошлом году. Потому что когда лето, как поздняя осень, никто не тонет, не сгорает и не перегревается. Вывод: холодное лето – это лучшее, что случалось с финским здравоохранением за последние годы. Действительно, лучше дождь в Финляндии, чем прилипшие к асфальту тапки в Испании. Этим летом в Финляндии вместо солнца пасмурная дождливая погода. А значит, витамин D, который в норме вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолета, почти не образуется. Исследователь Юрки Виртанен из Университета Восточной Финляндии напоминает: в условиях дефицита солнца стоит рассмотреть прием витамина D в виде добавок даже летом. Витамин D мы получаем из 3 источников: солнце, еда и витаминные добавки. Натуральные пищевые источники: жирная рыба, например, лосось, обогащенное молоко и маргарин. Если их в рационе нет, то поступление витамина D будет минимальным. Рекомендованная доза 10-20 микрограммов в сутки. Чтобы получить суточную норму витамина D, нужно провести на улице 15-30 минут на солнце с открытыми руками и ногами. Витамин D накапливается в организме, поэтому его не обязательно получать ежедневно. Людям старше 75 лет в Финляндии добавка 20 микрограммов витамина D в день рекомендована круглый год. Остальным по ситуации, особенно зимой и в пасмурные месяцы. Возникает вопрос: как же эти рекомендации согласуются с тем, что витамины не стоит принимать без подтвержденного их дефицита? Специалисты отвечают: витамин D – это исключение. В Финляндии у многих его нехватка почти по умолчанию. Из еды его мало, а солнце большую часть года слабое. Поэтому в финских рекомендациях сказано прямо: принимать витамин D можно и нужно даже без анализа, особенно зимой, пожилым людям и как сейчас в пасмурное лето. Главное – соблюдать дозировку. 10-20 микрограммов в день – это безопасная и профилактическая доза, а повышенные дозы по назначению врача. В редакционной статье газеты Helsingin Sanomat в очередной раз поднимается вопрос оборонного бюджета. Как выполнять новые требования НАТО по оборонному бюджету и во сколько это обойдется Финляндии? Альянс требует 5% от ВВП. Но сейчас в официальной статистике Финляндии не учтены все расходы на оборону. Почему? Потому что в Финляндии действует призывная армия, а скрытые расходы, связанные с призывом, в бюджет не включены. По оценке Финского института экономических исследований ЭТЛА, альтернативные издержки призыва – это около 880 миллионов евро в год, или примерно 0,4% ВВП. Это стоимость времени, которое призывники проводят на службе, вместо того, чтобы учиться, работать и платить налоги. Пока эти расходы остаются вне официальной статистики, Финляндия выглядит страной с низкими оборонными затратами, хотя фактически тратит больше.
Теперь, когда НАТО требует увеличения оборонных расходов, Финляндии пора настаивать на перерасчете и признании полной стоимости своей модели обороны. Это не только вопрос справедливости, это вопрос положения страны в альянсе и того, как Финляндию воспринимают союзники. Но вопрос не только в том, сколько тратить. На самом деле, кто выигрывает от этих расходов и какую внешнюю политику ведет Финляндия? Об этом в следующем сюжете. Продолжаются дебаты о безопасности Финляндии. Дискуссии разгорелись вокруг колонки профессора социальной политики Хейки Хииламо, опубликованной на сайте Yle. Он поднимает очень острые вопросы целесообразности масштабных оборонных инвестиций в Финляндии. Недавно на дебатах Suomi-Arena в Поре Хейки Хииламо задал политикам один важный вопрос. Если бы вы могли загадать одно желание о будущем Финляндии в 2050 году, что бы вы пожелали? Министр по делам социальной защиты Санни Гран-Лаасонен ответила: «Я хочу, чтобы Финляндия была независимой и безопасной страной». Казалось бы, очевидное желание, но оно заставило задуматься, а как мы достигаем этой безопасности? Профессор Хейки Хииламо пишет: «Мы хотим жить в независимой и безопасной стране, но оборонные инвестиции вовсе не гарантируют этого. На деле от них выигрывает в первую очередь американская оборонная промышленность». Вместо разговоров о климате, технологиях или социальном равенстве нас волнует вопрос, сможем ли мы вообще сохранить право решать свою судьбу и жить без страха. После распада Советского Союза мы больше 30 лет жили в так называемой дивиденде мира. Но война на Украине разрушила иллюзии. Даже те, кто раньше выступал против вступления в НАТО, изменили позицию, в том числе сам автор этой колонки, профессор Хейки Хииламо. Однако, по его мнению, розовые очки слетели окончательно с началом второго срока Дональда Трампа. Иллюзия о том, что мировая полиция США защищает наши ценности по всему миру со своей могучей армией, исчезла. Пример Афганистана, где США провели 20 лет и оставили после себя хаос, только укрепил сомнения. Возможно, Финляндии стоило бы больше задуматься над уроками Афганистана, когда обсуждалось наше вступление в НАТО, ведь США не всегда действуют в интересах других стран, членов НАТО. Напротив, эта сверхдержава сама решает, где и когда воевать, и вовлекает в свои конфликты другие страны Альянса. Вопрос в том, готовы ли мы в Финляндии делать миллиардные инвестиции в армию и вооружение, не задав самых очевидных вопросов. Кого в первую очередь обслуживают эти инвестиции? Не станет ли это все просто частью гонки вооружений, от которой выигрывает только американский ВПК? Финляндия, в отличие от многих европейских стран, всегда хорошо заботилась о своей обороноспособности. У финнов сохранилась всеобщая воинская обязанность, и на оборону Финляндия тратит значительно больше, чем многие соседи. Но именно поэтому, пишет Хииламо, нам нужно четко понимать, в чьих интересах мы участвуем в альянсах. Он задает 3 ключевых вопроса. Во-первых, не должна ли Финляндия сфокусироваться в первую очередь на защите своей территории, а не на глобальных миссиях НАТО? Во-вторых, не следует ли во внешней политике быть принципиальными и одинаково критиковать все нарушения, включая действия Израиля в Газе, а не закрывать глаза ради хороших отношений с США? В-третьих, не лучше ли вместо разжигания страха перед Россией попытаться поддерживать хоть какие-то связи с соседней страной? Ведь даже правители Советского Союза не были голубями мира, но мы как-то с ними уживались. США сейчас поддерживают диалог с Россией, но мы, как соседняя страна, все еще отсиживаемся в окопе, который вырыли в начале войны на Украине. Этот окоп, возможно, казался безопасным, когда оказалось, что Россию можно изгнать с Украины под руководством США и что власть в Москве может смениться. Однако, как отмечает Хииламо, политическое руководство Финляндии, особенно министр иностранных дел Элина Валтонен, похоже, верит и надеется, что война на Украине разрушит российскую экономику и свергнет власть Путина. Конечно, в какой-то момент власть в России сменится, но никто не знает, в какую сторону. Независимо от того, что думаешь о политике большого соседа, маленькой стране не стоит строить внешнюю политику на публичных надеждах на его крах. Возможно, в 2050 году Финляндия действительно останется независимой и безопасной, но для этого нам нужно меньше верить в спасителей и больше в собственные решения, считает Хейки Хииламо.
Он призывает к критическому осмыслению оборонных приоритетов и внешней политики Финляндии. Что вы думаете? Делитесь своими мнениями в комментариях. Моя любимая рубрика «Финский суд – самый гуманный суд в мире». На днях в торговом центре в Тампере было совершено нападение с ножом на 4 случайных прохожих. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми ранениями. Нападавший задержан. Ему 23 года, но у него уже несколько судимостей. Грабежи, избиения, кража. В прошлом году его приговорили к 2 годам 6 месяцам заключения, а в июне этого года его приговорили к 6 месяцам заключения. Возникает вопрос, как же так вышло? Почему он был на свободе? Почему? В Финляндии, если срок меньше 2 лет, человека не сажают сразу. Если прокурор не требует ареста, после суда освобожденного просто отпускают домой. К тому же июньский приговор, скорее всего, еще не вступил в силу. Срок на обжалование не прошел. Но вот в чем проблема. У человека нет постоянного адреса, и преступления повторяются. Это могло бы быть поводом для ареста после суда, но, похоже, его никто не потребовал. Юристы также говорят, финские тюрьмы переполнены, мест не хватает, поэтому исполнение наказаний может затягиваться даже на недели. Так что формально все по закону. Но когда человек с таким послужным списком свободно гуляет среди нас, это безопасности не добавляет. В то время как преступники с реальными сроками свободно гуляют на свободе, в Хельсинки другой случай. В магазине Lidl в центре Хельсинки покупатель заметил, как некто пытается уйти с ворованным товаром и остановил его. Без особых травм, но с усилием. Lidl отреагировал жестко. Региональный директор Акселе Мякисалу заявил, покупатели не должны вмешиваться, это не их ответственность. Полиция прокомментировала. Да, обычные граждане имеют право задерживать преступника, но только без излишнего насилия. Если переборчишь, сам будешь платить компенсацию. Соцсети взбурлили. Кто-то пишет, раньше за такое вручали торт, теперь выговор от магазина. Другие иронизируют. То есть, если увидел вора в Lidl, просто отвернись. Это и есть корпоративная политика. Но не все согласны. Есть и те, кто напоминает. А что, если бы покупатель, то есть вор, ударился бы головой, ответственности никто не отменял. Одни говорят, воров нельзя жалеть, другие, самосуд не выход, а кто-то больше просто не пойдет в Lidl. То есть, когда преступники получают срок и гуляют на свободе, возмущаемся мы. Когда кто-то из нас ловит вора, возмущаются уже корпорации. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Министр окружающей среды и климатической политики Сари Мултала предлагает ограничить передачу муниципального жилья между родственниками. Сейчас арендатор может просто передать по наследству муниципальное жилье ребенку или супругу, даже если у того хороший доход. Мултала считает, что из-за этого жилье с господдержкой достается нередко обеспеченным людям, а не тем, кому оно нужно, малоимущим, пожилым, людям с инвалидностью. Идея не новая. Разговоры о том, что в социальном жилье не должны жить люди с высокими доходами, велись в Финляндии не одно десятилетие. В 2022 году около 12% арендаторов соцжилья превышал установленные лимиты дохода. В благополучных районах вроде Ваттуниеми и Каласатама в Хельсинки больше 30% домохозяйств превышают допустимые лимиты. С этого года действует ограничение по доходам. Один человек может зарабатывать в месяц максимум 3540 евро, пара до 6020 евро, за детей добавляются 600-650 евро к лимиту. Эти правила касаются новых жильцов и обмена квартир, но не распространяются на жилье для особых групп. По словам Мултала, если у родственника действительно есть нужда в жилье, передача возможна. Но если это обеспеченный человек, а в очереди те, кому негде жить, квартира должна идти по назначению. Другие варианты, например, повысить цену для зажиточных жильцов или ввести срочные договоры, признаны слишком сложными. Поэтому Мултала предлагает именно ограничение семейных передач. Мултала надеется, что закон удастся принять уже в нынешней парламентской сессии. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, а заключительным словом выступит великолепная Верка Сердючка. И уже по традиции
мы снимаем звезду, чтобы все загадали желание. А желание у нас одне, щоб закончилось